Добрый день! Продолжая тему представлений древних греков о загробном мире, хочу обратиться к блестящему исследованию этого вопроса, сделанному Алексеем Федоровичем Лосевым в книге «Античная мифология в ее историческом развитии». Разбирая 11-ю книгу знаменитой Одиссеи Гомера, он выделяет 6 историко-культурных слоев в представлениях о судьбе души после смерти. Поэмы Гомера были созданы, по-видимому, в IX веке до нашей эры, но повествуют о событиях XIII века до нашей эры, и поэтому включают в себя тексты, сложенные рапсодами в промежутке между XIII и IX веками до нашей эры. Первый слой. Сюда Лосев относит представление о душе как о птице, вылетающей из тела. Заметим, что эти идеи перекликаются с древнеегипетскими представлениями относительно такой души, как Ба. Однако невозможно сказать, появились ли они в результате влияния египетской цивилизации, с которой греки имели частые контакты, или же развились самостоятельно. В классические и последующие периоды эти представления не имеют широкого распространения. Второй слой. Сюда относится понимание души как бестелесной субстанции, которая, однако, может оживать, напитавшись кровью. Но такова уж судьба всех смертных, какой бы ни умер. В нем сухожилиями больше не связано мясо с костями. Все пожирает горящего пламени мощная сила. Только лишь белые кости покинутся духом. Душа же, вылетев как сновидение, туда и сюда запорхает. Были жены и дочери это давно уж умерших героев. К яме они подбежали и черную кровь обступили. Я же раздумывал, как бы мне всех расспросить их отдельно. Вот наилучшим какое решение мне показалось. Вынув из ножен с бедра мускулистого меч медноострый, я не позволил им к крови приблизиться всею толпою. Поочередно они подходили и все о потомстве мне сообщали своем. К черной крови приблизилась мать и испила ее. Строго говоря, на этом уровне развития культуры еще не существовало представления о душе как совершенно нематериальной субстанции. Бестелесность понимается скорее как особо тонкая материя. Такую тень невозможно схватить руками, но в то же время Одиссей мечом может отогнать тени. Кроме того, судя по описаниям Гомера, эти тени объемны и обладают цветом. Например, описывая тень Геракла, Гомер пишет: «Страшный перевесь блеск издавала, ему поперек перерезав грудь златолитным ремнем». Третий слой. Он включает в себя представление о душах знаменитых героев. Они, видимо, уже не совсем бессильные тени, и им не нужно пить кровь. Аналогичные представления об особой посмертной судьбе выдающихся людей встречались уже в первобытных мифах. И, по-видимому, результатом их развития стало в Древнем Египте учение о судьбе фараона в загробном мире, который может плавать вместе с богом Ра в небесной лодке. Четвертый слой. Он выражается в возможности для особых душ продолжать вести земной образ жизни. Например, Орион продолжает охотиться в Аиде на души животных, которых он убил в своей земной жизни. Отметим, что здесь мы сталкиваемся с имеющимися и в первобытных, и в древнеегипетских мифах представлениями о том, что на том свете душа живет так же, как и на этом. Еще одна интересная деталь – наличие в загробном мире теней не только умерших людей, но и животных. Здесь хочу сделать отступление от работы Лосева и немного времени посвятить Ориону. Вы, наверное, слышали о созвездии, названном в его честь. Но немногие знают, кем он был. Начну с появления на свет. Некий царь по имени Гирией, хотя есть версия, что он был просто землепашцем, очень хотел детей, но не мог. Уже с этого момента история становится запутанной, потому что у царя Гириея дети были. Возможно, дело в том, что они выросли, но он хотел еще, а жена его умерла. Почему не женился на другой, непонятно. Вероятно, действительно были проблемы с мужским здоровьем. Однажды к нему пришли 3 путника. На самом деле никакие это были не путники, а боги – Зевс, Гермес и Посейдон. Гирией принес жертву быка, накормил гостей. Они же в благодарность решили исполнить его сокровенное желание. Приказали принести шкуру жертвенного животного, излили в него свое семя и велели закопать, по одной из версий, на могиле жены Гириея. А через 9 месяцев счастливый отец нашел на этом месте ребенка, которого назвал Орион.
Заметили схожесть этого сюжета с историей про библейского Авраама? 3 путника, в жертву принесен бык, желание иметь ребенка, жена, которая уже не может родить. По другой версии, Орион был сыном Посейдона и нимфы Эвриалы, дочери царя Минуса, того самого, который был судьей в Аиде. Если интересны подробности, переходите по ссылке вверху. Мальчик вырос великаном и красавцем. Когда он ходил по дну моря, его плечи возвышались над водой. А еще от папы Посейдона он получил способность ходить по воде, что, конечно, роднит его со знаменитым новозаветным персонажем. Но на этом все сходство с библейской историей и заканчивается. Орион посватался к дочери царя Энопиона. Тот не хотел свадьбы и отправил жениха истреблять на острове Хиос всех диких животных, в надежде, что тот не справится. Однако великан был отличным охотником и задание выполнил. Но папа не торопился исполнять свое обещание, и Орион, недолго думая, украл невесту и изнасиловал. Энопион, конечно, возмутился, обратился за помощью к своему папе Дионису. Тот подослал сатиров, они напоили незадачливого жениха, и папа оскорбленной невесты выколол ему глаза. Оракул предсказал Ориону, что вылечиться можно, если отправиться к месту восхода Гелиоса. Он так и сделал, и бог солнца вернул ему зрение. Там в него влюбилась богиня утренней зари Эос, и он жил в ее дворце. Кстати, Эос влюблялась во всех красивых смертных юношей. Так ей отомстила Афродита за то, что та соблазнила Ареса. Об отношениях богини любви и бога войны вы можете узнать, пройдя по всплывающей подсказке. А Заря с тех пор окрашена в красный цвет, потому что стыдится своей неконтролируемой влюбчивости. Вернемся к Ориону. Покинув дворец Эос, он хотел отомстить, но не нашел своего обидчика. Его спрятал Посейдон в подземном дворце, сделанном Гефестом. Поискал великан Энопиона, да и влюбился в Артемиду. Они вместе охотились, ее брат Аполлон приревновал. И когда Орион плыл далеко в море, предложил сестре выстрелить по черной точке. Она, как прекрасная охотница, не промахнулась. Но когда добралась до цели, увидела, что это была голова Ориона. По другим версиям, Орион был убит, когда пытался совратить Артемиду. Изнасиловать Артемиду, изнасиловать одну из спутниц Артемиды. Или его укусил скорпион, подосланный Геей или Посейдоном, когда он преследовал Плеяд. И охотник и жертвы стали созвездиями, поэтому Орион продолжает их преследовать по ночному небу. Вот такая мифологическая история про всем известное созвездие. Но давайте вернемся к исследованию Лосева. 5 слой. Это выделение грешников, которые в Аиде чувствуют боль и подвергаются мучениям. Мотив наказания грешников на том свете за их земные дела присутствует в египетских мифах о суде Азириса, но характер наказания различен. В египетской мифологии полная гибель души по представлениям периода Древнего Царства или в более поздних представлениях превращение ее в демона, а в греческой – продолжение существования, но в страданиях. 6 слой. Он выражен в рассказе о Геракле. Здесь Гомер, по мнению Алексея Федоровича, сознательно пытается примирить два несовместимых представления. Из своего погребального костра, на который Геракл добровольно взошел живым, он или его душа поднимаются на небо, где его делают богом. С другой стороны, тень Геракла, как и тени всех умерших людей, существует в Аиде. Как мне кажется, Лосев не вполне прав, говоря здесь о попытке Гомера примирить два несовместимых представления. Скорее, по аналогии с другими древними культурами, здесь отразилась вера в существование у человека нескольких душ с разной посмертной судьбой, что соответствует представлениям ряда первобытных племен об особой судьбе вождей и древнеегипетским идеям о посмертной судьбе фараонов. Древнейшие греческие источники говорят о том, что в загробный мир уходит и продолжает там существовать не душа человека, псюхи, а его тень. Это тоже перекликается с египетскими верованиями, как с учением о тени в качестве одной из человеческих душ, так и с учением о Ка. В классической и более поздних эпохах греческой цивилизации ведущим становится представление о том, что у человека есть только одна душа, и именно она уходит на тот свет. Завершая рассказ о загробном мире древних греков, хочу упомянуть об эволюции представления о посмертном наказании. В прошлом видео я уже говорила, что в Аиде имеются судьи, выносящие приговор умершему.
Для подавляющего числа душ он формален и одинаков. Особому наказанию подвергаются только отдельные грешники, и то по решению богов. Это, например, Данаиды, которые за то, что убили своих спящих мужей, вечно наполняют водой бездонный сосуд. Сизиф наказан за попытку обмануть богов, или только Танатоса смерть. В Аиде он катит в гору огромный камень. Однако, как только Сизиф добирается до вершины, камень срывается вниз, а значит, работу надо начинать сначала. Тантал наказан за свою болтливость. Он рассказал людям тайны, услышанные на пиру у богов. По другим вариантам, раздал своим близким похищенные на этом пиру нектар и амброзию. Еще вариант – решил проверить всеведение богов и подал им на пиру кушанье, приготовленное из тела собственного сына. Его наказание – это невозможность утолить голод и жажду, когда еда и вода постоянно находятся рядом. С точки зрения современного человека кажется странным, что наказанных грешников мало. Объяснить это можно тем, что на ранних стадиях греческой, как и всех остальных культур, была коллективная ответственность за совершенные преступления, и наказание происходит на земле. Причем наказываются не только сами грешники и живущие с ними родичи, но и потомки. Так, страшная судьба Эдипа, убийство отца и женитьбы на матери, результат преступления, совершенного одним из его предков. Подобные представления есть в Ветхом Завете. Там Бог изображается как наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода. Поэтому наказание грешников в загробном мире, причем наказание персональное, свидетельствует о становлении индивидуального сознания. Стоит добавить, что в греческой мифологии выделяется еще одна область подземного мира, которая специально предназначена для наказания – это Тартар. По Гомеру и Гесиоду это область, находящаяся ниже Аида, и именно туда были низвергнуты титаны, боги прежнего поколения, побежденные Зевсом и его сторонниками. В греко-римский период, например, у Вергилия, Тартар описывается как отдаленная область Аида, в которой несут наказание святотатцы и дерзкие герои – Аллады, Перифой, Титий, Тантал и другие, а также другие грешники. По свидетельству, например, Гомера, есть и место принципиально иного существования в царстве Аида – это Елисейские поля. О них и о Тартаре я тоже уже говорила в предыдущем видео. На этих полях ведут блаженную жизнь некие праведники, непонятно за что и каким образом там очутившиеся. Возможно, это отголосок египетских верований о царстве Азириса или даже зороастрийских представлений, но никаких документов, подтверждающих это, не имеется. Позднее у Платона в диалоге «Федр» в классический период и особенно у Вергилия в «Энеиде» в греко-римский период уже явно выражена идея о неотвратимости наказания на том свете грешников за их земные дела и воздаяние праведникам. Таким образом, в греческой и греко-римской культуре наблюдается постепенное разделение загробного мира, выделение в нем особых мест наказания и воздаяния. Представления о душе занимали место не только в греческой мифологии, но и в философии. При этом на раннем этапе философские учения, являвшиеся рациональным осмыслением мифологии, с одной стороны отражали определенные представления, имевшие в ней место, а с другой стороны сами влияли на ее дальнейшее развитие. У ряда философов и в философских направлениях мы находим трактовку человеческой души как состоящей из первоначала бытия. Так у Анаксимена в VI веке до нашей эры, считавшего исходной стихией воздух, душа воздушна. И в его учении даже боги состоят из воздуха. У Гераклита VI-V века до нашей эры первоосновой бытия является огонь логос, аналогично и у стоиков. Демокрит в V-IV веках до нашей эры, основоположник атомистики, считает, что душа состоит из атомов. Анаксимен и Демокрит считают, что вскоре после смерти тела душа также погибает. С одной стороны, это можно считать отголоском древнейших первобытных представлений, а с другой – результатом рационального анализа проблемы. Интересно, что у атомиста и в некотором смысле атеиста Эпикура в IV-III веках до нашей эры, как и у Демокрита, утверждающего смертность души, мы находим идею о том, что учение о загробном мире рождается из страха человека перед смертью. Отметим также, что согласно учению стоиков, души большинства людей погибают вскоре после смерти тела,
но души отдельных людей, но теперь уже не царей и не полководцев, а выдающихся мудрецов, продолжают существовать до очередного конца света, когда весь мир погибнет в огне мирового пожара. Тут стоит упомянуть индуистские представления о том, что мир существует определенными периодами – кальпами, каждый из которых заканчивается уничтожением в огне. Кроме того, в учениях орфиков и пифагорейцев появляется идея переселения душ – метемпсихоз, которая является доминирующей в восточных культурах. Она получила дальнейшее развитие в учениях Сократа и Платона. Впрочем, в культуре Запада, в отличие от Востока, эта идея так и не стала доминирующей, несмотря на весь авторитет Платона. И у Платона же, особенно в диалоге «Федр», явно утверждается мысль о том, что тело – это оковы для души, а эта идея перекликается со средневековыми христианскими представлениями. Но это совсем другая история. На сегодня все. В следующем большом видео я сделаю краткий обзор искусства Древней Греции. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо за внимание.